Я приветствую вас, дорогие друзья, на моем бесплатном вебинаре, который посвящен исцелению кожи, оздоровлению кожи. Путь и победа над кожными заболеваниями через энергетическое, информационное балансирование вашего любимого тела. Я расскажу о секретах и о разгадках биоэнергоцелительства. Для кого создан этот вебинар? Он создан для мужчин и женщин от 30 до 40 лет, которые уже достаточно количество времени посвятили этой болезни, которые страдают кожными заболеваниями. Псориаз, дерматит, экзем, аллергия и другие. Вы узнаете причины этих недугов, которые часто остаются загадкой для медицины. Естественно, вы уже, наверное, в течение какого-то большого промежутка времени, даже многих лет, уже пытаетесь найти выход из положения и вылечить свою кожу, и почувствовать себя здоровым, но медицина вам не может предоставить этот вариант, потому что он у вас не классический. Все классические варианты, они просто вылечиваются мазями и препаратами, которые дает медицина. Медицина делает очень большой вклад. Но так как медицина уже не смогла это сделать, у вас ваш собственный случай, который вы должны копать глубже и глубже для того, чтобы добиться своей проблемы. Вы узнаете, как найти этот путь к выздоровлению, даже тогда, когда все уже кажется безнадежным, и, к сожалению, наши врачи иногда говорят, ну все, это на всю жизнь. Пожалуйста, не верьте, это неправда, мы можем найти варианты, как от этого избавиться. Я расскажу вам о многих возможных корнях этих проблем, о причинах, которые вы раньше еще даже и не исследовали, и даже не думали, что такое разве может быть. Вот как раз этот вебинар посвящается, как нам найти эти корни ваших проблем, достать их, вырвать, и чтобы больше не было этой болезни. Мы обсудим, почему мази и крема могут принести лишь временное облегчение, а заболевание продолжает и продолжает и продолжает возвращаться. Вот, оставайтесь вместе со мной, чтобы узнать, как избавиться отсюда, как восстановить ваше здоровье, как начать снова жить полноценной жизнью. Этот вебинар для тех, кто готов изменить свое отношение к заболеваниям и начать новый путь к истинному выздоровлению. Давайте представим вместе на один миг, на одно мгновение, может быть, даже и задержимся там подольше, что вы уже здоровы, вы смотрите в зеркало и видите себя красивым, радостным, кожа мягкая, здоровая, да, ваше тело вас радует, вам хочется жить, вам хочется знакомиться, вам хочется общаться, ехать в отпуск. Это так замечательно, так великолепно. Люди от вас не сторонятся, вас не осуждают, не задают глупых вопросов, просто спокойствие, желание флиртовать, желание найти новые отношения. Вот это моя цель. Вот это моя цель, чтобы вы в этом задержались и остались надолго. У вас есть эта уникальная возможность вернуться к вашей здоровой коже. Слушайте до конца, и я вам все расскажу. Мой вебинар предназначен для людей, страдающих от различных кожных заболеваний. Я долго изучала эти проблемы, и многие врачи, над которыми поставили крест, у которых есть сильный зуд, покраснение, отечность, сыпь, шелушение, какие-то болезненные ощущения, мы вместе будем искать эти проблемы, и я вам покажу, где они могут сидеть, на каком этаже, на какой полочке, и их нужно оттуда достать, чтобы больше это к вам не возвращалось. Я расскажу вам о этих корнях, о причинах, которые вы раньше не исследовали. Да? Мы будем рассматривать разные инновационные методы, основанные на препаратах энергетики, обязательно гармонии души и тела, которые помогут в улучшении здоровья вашей кожи, а также общего благополучия. Обязательно слушайте до конца. Почему вы здесь? Вы устали от постоянных мазей, кремов, которые обещают, но не приносят результаты. Вы устали
от скрывания своей кожи под слоем макияжа и одежды. Постоянно чувствуете усталость, беспокойство из-за своей кожи. Вы измучены бессонными ночами, страдаете от постоянного этого зуда, ужасного этого дискомфорта, который мешает вам жить от полноценной жизни. Вы устали, может быть, ваш муж или жена смотрят на вас уже немножко косо и не хотят проводить интимные моменты близости чаще и чаще, или наоборот, вы ищете свою половинку и не можете найти, потому что кожа вам мешает этому. Я здесь для того, чтобы вам помочь. Меня зовут Светлана Медо. Я биоэнерготерапевт, литотерапевт, родолог, регрессолог, космоэнергет. Много-много такого интересного вам рассказываю, но это просто, я просто энергетический терапевт. Как бывает китайская медицина, вот, я занимаюсь энергетической медициной. Я занимаюсь коррекцией и восстановлением энергетического контура человека, вследствие чего проходят многие заболевания, налаживается общее глобальное психоэмоциональное состояние, то есть здоровье человека. Моя цель – это помочь людям, которые готовы внести изменения в свою жизнь и поддерживать свое здоровье и на физическом уровне, и на энергетическом. У меня есть множество дипломов, которые я могу вам предоставить. Один из них, последний, который я получила во Франции, это называется кюротерапия. И да, во Франции, потому что я живу во Франции. И это наука, да, энергетическая медицина, которой изучает человека цельности, глобальности, откуда пришла проблема и как с ней можно работать. Я вам расскажу, каким образом и что я вам предлагаю, и я вам гарантирую, что вы еще об этом не слышали и что вы найдете очень много интересного. С кем я работаю? Я работаю с людьми, которые лечатся уже давным-давно от кожных заболеваний, и традиционная медицина не нашла выход из положения. Это вы, да? Классический способ, это уже решили. С людьми, которые открыты для новых альтернативных идей. Да, многие говорят, ой, что такое энергетика, да? Энергетика и энергополя и т.д. и т.п. Пожалуйста, особенно мужчины, не убегайте, это не женский клуб. Я вас уверяю, что будут примеры, которые я покажу и на физике, и на химии, которые более можно пощупать руками. Да? И я работаю с людьми, которые готовы уже принимать активное участие в своем процессе лечения. Да? Меня интересуют люди, которые готовы взять свою собственную, личную ответственность за свое здоровье, работать и сотрудничать вместе со мной в достижении вашего здоровья. Да? Я работаю с людьми, которые заинтересованы в глубоком понимании, в связи между энергетическими процессами и их кожей, которые ищут комплексный подход, которые уже начали задавать вопросы. Ну почему вот у Васьки получилось, а у меня нет? Да потому что Васька просто, у него был очень классический случай. А получается, что у вас случай, который медицина просто не нашла на него ответ. Здесь, в этом вебинаре, я вам расскажу, почему она не нашла. Также хочу, очень важно учесть и уточняю, что подход требует активного вашего участия со стороны. Да? И это не является мгновенным исцелением, каким-то волшебством. Да? Обязательно с моей стороны я вкладываю свои усилия, 50%, и 50%, естественно, с вашей стороны. Подчеркиваю, что результаты могут варьироваться от зависимости индивидуальных особенностей человека, ДНК, насколько долго это была болезнь, чем вы лечились, какие разные методы вы пользовали, и от уровня вашей вовлеченности. В моем вебинаре я буду делиться методами и техниками, которые могут помочь улучшить кожное ваше здоровье через глобальную гармонизацию энергетических полей и соблюдение какой-то немножко другой гигиены, которая нужна именно вам.
Я хочу очень подчеркнуть, что я верю в ваш потенциал и верю в потенциал каждого человека. Я верю, что вы можете обрести здоровье, радость жизни. И я здесь для того, чтобы вам это помочь и быть рядом с вами на этом пути. С кем я не работаю. Тоже хочу подчеркнуть, моя программа не будет подходить для тех, кто ищет просто мгновенные результаты. Сделать 1-2 раза, и все, ручки я потом сложил на диванчике, и дальше попиваем пиво, ну, и ходим в своих одеждах, которые нам больше не нравятся, да. И я хочу подчеркнуть, что обязательно мы работаем в сотрудничестве с медициной, потому что медицина, с одной стороны, работает, я работаю, с другой стороны, это тандем, синергия вместе. Кто не готов вкладывать время и усилия в процесс своего собственного лечения и предпочитает, если, она сказала, что мне еще нужно что-то делать, это мне не подходит. Мне тоже такие люди не подходят. Мне не нужно тратить на таких людей энергию. Мне нужно знать, вот человек, я точно знаю, что мне это надоело, я хочу от этого избавиться, у меня такая-то цель, пойдемте вместе. Да. Кто не участвует в процессе лечения? И те, которые отказываются от своей собственной ответственности за свое собственное здоровье и хотят, чтобы кто-то другой решил их проблемы. Такого мне нужно. У меня этой проблемы нет, это у вас она есть. Я здесь для того, чтобы быть рядом с вами, под ручку провести к нашему финишу. И последний момент. Да, возможно, некоторые люди еще не знают, но те, кто не поддерживает идею и взаимодействие между душой и телом, разумом, душой, кармой, реинкарнацией, я постараюсь вам объяснить в этом вебинаре, да, всю эту связь и всю эту синергию. Сейчас столько много об этом говорят. Вы должны четко знать, что мы не просто так живем здесь на Земле, мы для чего-то, и у нас у каждого есть свой опыт, а у вас на сегодняшний момент это опыт избавиться от этой болезни раз и навсегда. Если вы тут, значит, реклама каким-то образом вас затронула, и вы ищете любые другие альтернативные решения с кожными заболеваниями. Я буду рада для вас все это объяснить. Не думайте, пожалуйста, о своем кожном заболевании как неизбежном приговоре. Нет, это неправда. Если вы до сих пор не нашли эффективного способа избавиться от ваших кожных проблем, болезней, да, то, возможно, подумайте просто на секундочку, просто проблема не в том, что вы уже делали, а в том, что вы еще не пробовали. А не пробовали почему? Потому что вы просто об этом не знали. Это ведь тоже может быть. Согласитесь, вы о многом еще не знаете, как и я. Как мы, здесь столько всего интересного, столько всего. Я здесь для того, чтобы вам это рассказать. Давайте изменим это мнение вместе. Я здесь для того, чтобы вам это объяснить. Каждый человек уникален. И вы здесь именно тот случай уникальности. Поэтому я, как исследователь, буду искать с вами эти причины вашей болезни. Считайте, что я ваш частный Шерлок Холмс и детектив. План вебинара. Я вам расскажу, что такое энерготерапия и энергетическая медицина, ее задачи. Коротко расскажу о построении чакр и энергополей. Также расскажу, что такое родовая структура и почему это очень важно, как связь поддержки рода, и как родовая структура и род может повлиять также на наше здоровье. Еще расскажу об очень интересной науке, называется геобиология. Это о нашем месте жительства. Да? Мы ж где-то живем, да? Ходим ножками по этой земле. Почему вы решили, что земля может быть тоже здоровая, да? Только здоровая? Есть места, оказывается, которые тоже влияют на наше здоровье. И, возможно, вы живете на этом месте. Я вам расскажу, что может быть.
Также я расскажу немножко, совсем немножко о литотерапии, почему я использую ее в каждом сеансе. Да? Также мы остановимся, почему люди теряют здоровье и какие причины возникновения кожных заболеваний. Безопасен ли мой метод энергетического, да, целительства, энерготерапии? Магия ли это? Или все-таки наука? И как улучшить благодаря этому методу бонус все сферы жизни, благодаря работе с биоэнергиями. Вот это вот самое интересное. Оставайтесь вместе со мной и проверьте сами на своем собственном опыте. Далеко не С чего я хочу начать? Как и обещала. Давайте посмотрим, что наше физическое тело, да, состоит из молекул, из атомов. Да? Вот оно тело. Когда мы начинаем смотреть в микроскоп, мы видим, да, медицина нам доказала, это физика, химия тоже, мы видим молекулы. Я хочу остановиться на самом простом примере, это вода. Мы ее видим в 3 состояниях. Первое – это лед, второе – это жидкость, и третье – это пар, H2O. То есть молекулы, они остаются одинаковые. Но дело в том, что когда лед твердый, когда мы смотрим в микроскоп, почему-то молекулы расположены определенным рисунком, да? А когда жидкий, молекулы поменяли, посмотрите свой рисунок. И дело в том, что когда лед твердый, у него, скажем так, да, как мы говорим, энергии нет, вибрации, потому что вибрирует, и скорость самой молекулы, она другая. Вот поэтому, когда твердый, эти вот молекулы вместе совмещаются, поэтому они тверденькие, скорость, она медленнее. Когда жидкость, скорость быстрее, и то есть они по-другому складываются. А когда уже пар, скорость получается еще быстрее, и мы не видим пар. И почему я этот опыт, почему я хочу вам сказать этот пример, это очень хорошо видно. Лед, жидкость и пар. H2O. То есть одно состояние, которое у нас тут в теле, наше тело состоит, все знают, из 80% воды. То же самое, почему вы решили, что мы можем только видеть и чувствовать наше тело, это то же самое. То есть молекулы на определенных вибрациях, на определенной частоте, на определенной скорости строят наше физическое тело. Потом у нас точно так же есть жидкости, это наша кровь, да, лимфатическая система. А потом вот именно о том, что мы не видим, да, пар вот этот вот, да, это и есть наши энергетические тела. Немножко хочу показать, как это можно рассмотреть еще побольше. В общем, на нашем физическом мире плотная часть, да, вот она, твердая материя, потом идут жидкости, потом идут газы, это доказала физика, то есть все больше и больше в микроскоп не смотрим, потом идет плазма, называется, потом идет глазма, потом идет кварк, глюонная плазма, еще меньше. И вы знаете, что наши физики не прекращают искать, они еще дальше. А что там в этом атоме, в этих кварках, что там еще больше есть? Почему это? Они говорят, что там, темнота, да, ничего не видно. Но они об этом говорят, потому что еще до конца не открыли. Кстати, я сказала, что я живу во Франции, как раз я живу рядышком здесь. Они построили огромный, скажем так, завод, называется Коллайдер, да, где вот как раз физики и химики работают над тем, чтобы посмотреть, что там еще дальше в этом атоме, для того, чтобы узнать, каким образом мы можем с этим сотрудничать и взаимодействовать. В общем, теперь вы можете понимать, почему энергетические тела, энергия существует и где она кроется. Просто мы ее не видим из-за того, что эти атомы, они очень с огромной скоростью передвигаются. Дальше. Я хочу вам показать пример просто с айсбергом. Посмотрите, то, что мы видим вверху, да, это наше физическое тело. А то, что невидимое, это огромная глыба невидимая.
И именно это я вам хотела объяснить. Биоэнергетическое восстановление целостности человека. Именно этим я и занимаюсь. Данный вид – это воздействие на человека с целью восстановления полностью его структуры глобальной. И он всегда применялся. Даже в эпоху нашего технократического развития такие методы были известны, но они засекречены. Ну, скажу вам честно, они засекречены сейчас. Если вы представляли, сколько технологий существует на Земле, ну, просто для нас, обыкновенных людей, мы большой ценности не имеем. Ладно, эти методы засекречены и правительством, и религиями, и другими. Вот, скажем так, что, например, в СССР функционировали целые научные институты по исследованию разнообразных методик. Они до сих пор существуют, но раньше было немножко побольше. Да? И они смотрели развитие возможностей человеческого мозга, раскрытие потенциала, заложено у нас у каждого в нашем теле, в нашей генетике. Да? Почему у одного есть, а другого нет. Функционирование этих тонких тел, про которые я вам хочу рассказать, про эти вот молекулы, которые вокруг нас двигаются, мы просто их не видим, как вода испаряется, да? Тел и чакр, а также по управлению населению страны через высшие энергетические центры и нервной деятельности. К большому сожалению, из-за блокирования такой подачи рода информации в образовательных и официальных учреждениях большинство людей живет, просто неведение. Да, я никого не могу осудить. И вот сегодня я вам хочу некоторые вещи рассказать быстренько, кратенько. Их столько много, я просто не смогу все это задеть в моем вебинаре, но быстренько я расскажу. И я не могу осуждать людей, которые не понимают, что и сложные, да, варианты, они могут быть простыми и очевидными. Вот еще раз хочу остановиться. Эта картинка, что наше тело, оно создано, да, у нас есть свои разные органы. А у нас сейчас мы говорим о самом большом органе. Если у нас здесь есть, да, сердце, печень, да, желудок, кровь, мозг, наша проблема сейчас, у нас везде, у нас вся покров кожи, это самый большой участок тела, да, самый большой участок тела, который страдает сейчас, значит, он большой орган, и нам нужно найти цельный подход. Я остановлюсь также, что не забудьте, что у нас есть и меридианы. Китайская медицина нам доказывает. Я тоже энергетически работаю также и с меридианами, и акупунктурой. Хочу остановиться на том, буквально немножко, потому что вы можете сами найти эту информацию, ее везде сейчас очень много, что наше тело физическое, да, оно состоит не только из того, что мы можем попробовать, я уже говорила, потрогать, а также есть другие энергетические тела, то есть наше физическое тело, да, вот оно, и сверху идет, то есть молекулы двигаются, опять-таки эфирное тело, электромагнитные волны принимает, дальше эмоциональное тело, там желтенькое такое, да, на нем живут наши эмоции. Не просто так говорят, все болезни от нервов. Вот они как раз живут там, на этом эмоциональном теле. Дальше у нас идет ментальное тело, там живут наши мысли, то есть мысли и подкрепленными эмоциями, представляете, такой сгусточек, да. Потом идет дальше казуальное тело, еще сверху, то есть эти молекулы, они еще быстрее двигаются, да, на нем живут какие-то программы и рефлексы от рождения заложены. Потом идет уже все, что касается нашего духовного развития и души. Я хочу подчеркнуть, обратите внимание, что наше
человек, он подобен мирозданию. И мы – это маленький фрактал, да? Земля – побольше фрактал. И все остальное, оно построено по подобию. Точно так же наша Земля, она имеет такие же энергетические центры. Но просто, наверное, вам раньше никто об этом не рассказывал, и я хочу тоже на этом остановиться и рассказать, что это такое. И дальше быстренько смотрим, что у нас также есть энергетические чакры. Их как бы обычно говорят, что их 7, но их гораздо больше. И к каждой чакре у нас относятся какие-то органы, да, которые могут быть повреждены. И я ищу, почему повреждена энергетическая эта структура, и потом, восстанавливая эту, скажем так, часть, восстанавливаются и органы. На примере очень хочется вам показать то, что уже создано очень много аппаратов. Они еще не в таком большом обиходе, которым мы можем пользоваться, да, как, например, фотоаппараты, видео или камера, что-то такое. Но существуют такие фотосъемки, это называется съемки Кирлиана, да, где уже можно посмотреть, сделать фотографию и увидеть нашу ауру. Я вам сейчас расскажу быстренько. Вот, например, первый рисуночек. Здесь показывает больной человек. Разрывы в ауре. Да? У него и понижен иммунитет, и, может быть, он плохой образ жизни ведет, но самое главное, у него идут потери этой энергии. Потери энергии идут отсюда, 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 отсюда. Вот этих вот дырок целая куча. Они оттекают. Вы понимаете, что это получается как друшлаг, как графин, который мы наполняем водой, а он треснутый. Друшлаг, сколько бы ты там ни наливал воды, она не задерживается. Да? Наша цель – восстановить. Вот. Дальше наша цель, чтобы наша аура была вот такая. Это если мы будем смотреть через фотосъемку Кирлиана, да? Это здоровый человек, у него излучение ровное, без изъянов. Вот это наша цель. А что это значит? Повысить энергию, да? Сделать чистку, уборку. Скажем так, наше тело – это наш дом, наша квартира. И знаете, как обычно весной, кстати, как обычно весной, мы должны по религиозным разным таким приметам, нам перед Пасхой хочется почистить свое жилье, да, мы начинаем убираться, перестановку делаем, шторки повесили, помыли после зимы окна. Вот то же самое, чем мы будем заниматься. Мы будем чистить, мы будем делать генеральную уборку в нашем теле для того, чтобы наше тело выздоровело, чтобы наша кожа сияла, звучала, и вы радовались. Обратите внимание, например, вот этот рисуночек, скажем так, тоже он может быть светлый, но все равно здесь поле, оно неровное. Наша цель для того, чтобы она была вот такая вот ровненькая, просто как яичко, да? Без всяких дырок, без всяких вмятин, без всяких трещин, без ничего. Хочу рассказать о разных факторах, которые влияют на это биополе. Ну, просто в глобальности, потому что там много всего. Разделим их просто, глупо, всего лишь на 2 фактора, да, которые объективные, которые существуют везде, да, и всегда они также невидимые и также опасные. Это первым геопатогенные зоны, я вам расскажу, да, электромагнитное излучение, тоже некоторые вещи расскажу. Это то, что придумал человек, всякие инновации, аппараты, они действуют на нас, вы сами прекрасно знаете. Также вода, пища с разрушенной структурой, да. Кстати, люди больные, недовольные, которые вокруг нас своими проблемами, своими мыслями, знайте, что каждая мысль, она как письмо долетает до своего адресата. И если кто-то подумал, да,
о вас плохо, прилетела эта мысль к вам в тело, и где-то там где-то сидит, вот так вот, как птичка села, и пикает, тикает, капает. И в этом месте, возможно, будет болечка развиваться, развиваться, если у нас вдруг с каким-то человеком какие-то плохие отношения давным-давно, ну, можем сказать, даже и кармические, это отдельная тема, но все равно это все в глубине, в глобальности, да. Но я хочу сказать, вокруг нас еще есть, да, предметы разные синтетические, электрические и т.д. и т.п. Этот вред, я вам хочу сказать, что его можно нейтрализовать. Нужно просто знать как. И я здесь для того, чтобы вам объяснить. А дальше я вас приглашаю после окончания вебинара. Я создала группу, в которой мы будем делиться, где вы будете свои вопросы мне задавать, и я еще больше буду вам отвечать. Или же дальше на частных наших работах. Дальше. Субъективные – это индивидуальные факторы, это состояние органов, систем на данный момент. Да. Образ жизни, который мы ведем, пищу, которую мы употребляем, там, биоэнергетические добавки, как мы заботимся о своем здоровье, да, медикаменты, возможно. Ой, еще учесть нужно моду на жидкости, которые нам очень внушали ввести. В последнее время очень разрушают, к сожалению, здоровье. Ну ладно, об этом попозже. Наши также мысли, наши чувства, особенно доминирующие, окружающие цвета, окружающие запахи, звуки, люди, места, предметы, где мы живем. Это и вред, и польза зависит от нас, от нашего выбора. Теперь мы перейдем быстренько. Я просто пробегусь про энергетические тела и могу сказать почему. Потому что мы ищем зацепку, мы ищем корень. Какой корень может быть в нашей проблеме? И их может быть очень-очень-очень много. Я быстренько расскажу. Я извиняюсь, что картиночка вот такая интересная у меня на французском языке из моей французской школы. Она очень хорошо объясняет. И я вам расскажу, что здесь нарисовано. Да. Первое – это эфирное тело. Это первое сразу, которое находится после нашей физической оболочки, нашего тела. Оно сразу идет, эфирное тело. Мы на нем можем сразу же найти нашу проблему, нашу цель. Обязательно наша цель. Почему болезнь не заметила медицина и почему она у меня до сих пор есть, и что я могу сделать, чтобы от нее избавиться. Потому что мы не лазили по эфирному телу, мы не видели, сколько на ней, например, есть дырок. Да, вот посмотрите, такие дырки могут быть, такие разные корни с разными такими, правда, это все мы видим на тонком плане через ясновидение. Есть разные какие-то карманы, да, есть разные какие-то линии, которые непонятно откуда пришли, кому они идут, кто ворует эту энергию. Это мы все рассматриваем, да. Что идет снизу? Иногда здесь полностью все заблокировано, и наша энергия заблокирована энергией родом или еще чем-то. И наше тело не получает ни сверху, ни снизу должной нам энергии. Знаете, вот если дождь идет, да, он же у нас проходит сверху вниз, да, капает. То же самое наше тело, оно получает сверху вниз энергию и снизу вверх. Да. Никто не отменял тоже физику и торсионные поля и другие вещи. Это другие вещи, которые вы тоже можете узнать. Да. И мы также можем найти целую кучу уже даже тяжелых зарождающихся болезней. Это как разные кисты, да, разные какие-то шампиньоны здесь живут. Они похожи на много вот ампланты. Сверху вот над головой есть такие вот странные штучки. Это все мы такое видим, и все это убираем, и смотрим на иглы магические и т.д. и т.п. Даже на, вот когда на стадии эфирного тела мы уже чувствуем, что есть раковая киста, да, они разными такими сгустками
получается, их можно пощупать и потрогать, если они на определенной ширины и толщины, то есть возможно, что эти уже корни опускаются потихоньку в наше тело, и из-за этого у нас начинают болезни. Медицина очень хорошо работает с разными болезнями, но они не убирают именно вот эти вот причины, которые кроются, да, в наших энергетических полях. Дальше пойдем. То же самое немножко расскажу, какой бардак мы можем найти на еще высшем теле. Это то же самое, если взять болезнь, например, да, я уже про онкологию начала говорить, потому что она может зародиться где-то там на другом астральном теле и потом спускаться сюда, спускаться уже потом в тело. И нам нужно что найти? Вот эту причинку найти здесь, ее убрать, чтобы ее больше не было. Поэтому мы опять-таки будем искать, что и где прячется в этих телах. Почему здесь, вот она, закрыта энергия. Или наоборот, здесь огромная дырка. Или наоборот, мы находим какие-то странные здесь вещи. И в сердце, и в желудке, или там на коленях, или еще где-то. Вот это вот все мы ищем и убираем. И это везде все, что я говорю, это может быть причиной, почему ваша болезнь еще до сих пор не ушла. Потому что нужно искать дальше. Дальше у нас идет ментальное тело, я уже говорила, что на нем живут наши эмоции. И дальше идет эмоции и мысли. Вот я хотела показать вам на этой красивой картиночке, где каким образом можно даже распределить физическое тело человека, и на нем находится, берем болезнь, да, берем вашу болезнь. Например, она находится в области шеи, да, и головы. И мы начинаем смотреть, что там в области шеи находится. Или же что-то здесь, или здесь сзади, да, или может быть чуть-чуть повыше, или может быть еще чуть-чуть повыше. Дело в том, что наши эмоции и наши мысли, они всегда записываются и хранятся на нашем жестком диске в нашем теле. Наше тело – это как самый трудный компьютер и самый интересный. Да? Если взять просто обыкновенный наш компьютер, мы прекрасно знаем, что там есть программы, есть установки, что мы их можем почистить, убрать, восстановить, что-то новое придумать. То же самое наше тело, оно постоянно меняется, постоянно программируется. Вот наши мысли, наши эмоции, они программируются. Даже есть программы, и они программируются и засоряются. Мы можем найти в определенных промежутках на наших энергетических телах, простите, как бы сгустки, коробки, типа мешки, да, как хотите назвать, камни. Вот они, правда тяжелые, и они где-то селятся или в этом месте, или в этом, или в этом. Их тут целая куча по определенным эмоциям, как мы проживали эту жизнь, детство, наши родители и т.д. и т.п. Они где-то хранятся. И, возможно, вот эта вот коробка где-то хранится, и мы еще не убрали. Это также мы будем прорабатывать. Обязательно туда пойдем. Есть еще такой метод, который я работаю через регрессионную терапию. Я потом немножко расскажу, что это и как это. Поэтому имейте в виду, что возможно, ваша проблема не ушла, потому что где-то там таится вот этот вот бабушкин сундучок с целой кучей бардака, да, как на чердаке у нас в доме. И никто там не убирался, а пылью заросло, ничего не нужно, никто не пользуется уже, да, но груз этот висит, грязь это висит. Мы его уберем, освободим. Вот, все, что хотела сказать об этом. Дальше. То есть на ментальном теле то же самое, да, там, где живут наши мысли, то же самое есть целая куча грязи, которую нужно убрать и найти, почему она там и почему она мешает вашему исцелению. Даже тоже отдельное тело эгрегоров,
каким образом? Эгрегоры могут влиять на даже наше выздоровление, даже эгрегоры медицинского, вот это медицинское большое предприятие, которое один раз сказал врач, не вылечил, второй раз сказал там другой врач, тоже ваша болезнь не вылечится. И получается, как будто вот встраивают такую программочку у вас, да, и вы взяли, уже поверили, все, это неизлечимо. Ну, врач мне уже 10 раз сказал, а вы взяли себе там, записали на своем подсознании жестком диске, да, она не излечается. Вот мы пойдем туда, ее уберем, затрем, почистим и вставим новое. Это все там живет на наших других телах. И также на казуальном теле как раз вот живут там эти программы и рефлексы. Точно так же мы пойдем это все зачистим и уберем. Вот быстренько на этой картинке, на том этаже мы тоже всякого чего можем найти, так как это тело программ и рефлексов. Кстати, да, мы здесь находим кармические проблемы. Дело в том, что вот я точно могу сказать, что вы, наверное, еще не рассматривали возможность, что ваша болезнь идет из другой жизни. Не обязательно, что это пришло из этой жизни. Возможно, в другой жизни, вас там сожгли, да, и это настолько осталось в вашей памяти, настолько осталось в этом компьютере, программа-то осталась, файлик там остался, да, но новое тело взяло, но мы взяли в новое тело, в наше руководство, да, наша душа взяла новое тело, вот это вот сейчас, в котором мы живем, а программка-то осталась. И она нам тим, сделай что-нибудь, убери эту коробку оттуда, убери этот сундук бабушкин. И вот туда мы пойдем тоже и посмотрим, а вдруг это идет оттуда, да. И это тоже очень важно знать, что это тоже может быть причиной заболевания. Ну, дальше потом это интуитивное тело или там, где, я так говорю, детскими рассказами, там, где живет наша душа. Дело в том, что когда мы сюда приходим, мы приходим с какой-то целью, с какой-то задачей. Почему мы сюда пришли? Ну, скажем так, что наша душа решила, объяснить, провести какой-то опыт, да, и взяла, родила вот это вот тело. Меня, да, Светлана, родила такую хорошенькую Светочку, да, дала вот такое тело красивое, да. Он говорит, ты смотри, ты ж пойдешь туда, тебе обязательно нужно решить то-то, 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 то-то. Ну, просто такую сказку давайте сделаем, что возможно, да, возможно, наша душа, она воплощалась на других планетах, да, и где-то на той планете, скажем так, вы начальник, да, или создатель, или руководитель, царь, скажем так, да, царь, который заботится о своих подчиненных. И у вас ваши подчиненные, ваше население там, да, стали все болеть, и у всех кожные заболевания. И он говорит, так, я вот пойду, я знаю, что есть такая планета Земля, я пойду спущусь, и там я знаю точно, что я найду ответы на свои вопросы. Оказывается, это может быть от того. И, скажем так, наша душа спускается в наше сюда физическое тело на Землю, в командировку. И что он делает? Наше тело в какой-то определенный период времени заболевает. И говорит, ты ответ нашел? Нет, медицина не помогает. Значит, ты еще не все искал. Дальше ищи. И вот она появляется к вам, Светлана Медо, и рассказывает, посмотри, ты еще там не смотрел, ты еще там не искал, давайте попробуем. Такая сказочка, но все равно в каждой сказке есть намек. Наша цель, да, убрать вот эти вот все дырки, все утечки энергии для того, чтобы наше тело было красивое, как солнышко, как красивое яичко, да, сияющее и сверкающее. Вот такое вот красивое, и где наша жизнь радостная. Вот, давайте вместе представим, что вы уже освободились от этого зуда, дискомфорта, который сопровождал вас ранее, и начинаем радоваться каждому новому дню без ограничений. Начинаем флиртовать, начинаем любить, начинаем иметь новые проекты, новое творчество. Да? И вот дальше.
продолжаем. Я вам обещала рассказать, что такое наука геобиология. Гео – это земля, ничего такого. И биология – это тоже также наука. Дело в том, что наша Земля, она тоже физическая. И представьте себе, если мы там живем, ну ладно, 100-150 лет, то сколько миллионов лет живет Земля? Что вы думаете? Мы там своими тракторами долбим, ищем что-то. Она точно так же может болеть. У нее точно такие могут быть прыщики, точно такие могут быть трещины, какие-то дырочки, да, пробоины, щели, трещины, все что угодно. И представьте себе, что вот мы живем именно на этой трещине. Поэтому существуют геопатогенные зоны, подземные реки. Да, это, можно сказать, как у нас есть вены, да, по которым течет кровь, и земля, у нее реки. Есть, все, наверное, слышали, что такое сетка Хартмана. Угу. Вот я об этом тоже расскажу. То есть геобиология рассматривает, скажем так, 4 больших подтемы. Геопатогенные зоны, метафизические влияния, человеческие изобретения и память самой жизни. Я быстренько остановлюсь на каждом, чтобы вам не забивать голову, но чтобы вы теперь знали, что это существует и что там может кроиться, точно так же прятаться наша проблемка. Натуральные природные факторы – это теллурические линии Земли. Они как будто такие трещины, они длинные, 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 и они могут тоже проходить внизу нашего дома и издавать какую-то энергию. Да? Геобиологические разломы – это то же самое. Представьте себе, если мы на коже порезали, да, через какое-то время ранка заживает, то же самое есть и на Земле. Есть то, что мы видим сверху, да, трещины, тектонические плиты сдвигаются, там и идут всякие натуральные изменения, да. И внутри то же самое, у нас же могут быть трещины тоже, точно так же в коже и в нашем теле, да. Что такое магнетизм и магнитные потоки? Мы знаем, что Земля из физики, да, что внутри у нее ядро. И в этом ядре разные тяжелые металлы. И больше всего это металла железа и никеля. И есть такой ученый Хартман, и в честь него и назвали сетка Хартмана, который доказал, что наша Земля, она дышит. И что там, вот в этом ядре, разные тяжелые металлы, и когда она дышит, она вот это вот излучение, да, наша кожа тоже дышит, да, и вот эти вот излучения железом и никелем, они регулярно в определенной конструкции распределяются по всей Земле. Да? Вот как у нас, скажем так, волосинки растут на коже, и то же самое в определенных размерах вот так вот Земля и дышит. Называется сеткой Хартмана, потому что она даже четко, геометрические у нее размеры. Вот точно не помню, по-моему, 2/4 это железо, да, оно прямо вот такими сеточками, посмотрите, пожалуйста. И, по-моему, да, 2,5/6, да, никеля. И получается, что они накладываются, вот смотри, одна сверху дышит, другая, одна снизу, другая сверху, то есть первый этаж и другой этаж, они накладываются друг на друга, и получается обязательно где-то они состыковываются. И в какой бы маленькой мы квартирке ни жили, даже взять однокомнатную квартиру, по-любому 2/4, да, и 3/5, они где-то пересекаются. И в этом вот месте пересечения, вот это как раз вот энергетические разные точки, они влияют на наш организм. Представьте себе, если внутри, еще снизу, там где-то есть тектонический какой-то разлом, или река, или еще что-нибудь. То есть получается, вот этот вот вихрь, он усиливается, и мы спим на нем. А мы лечились, а почему-то не лечится. Кстати, хочу привести пример, когда давным-давно мне поджопник был дан для того, чтобы я искала тоже причину своей болезни.
у меня другая болезнь была, да, сильно повреждены были бронхи, практически не разговаривала, не знали почему. Один пневмонолог отказался, другой отказался, он просто сказал, говорит, знаете, я попробовал все, идите к моему коллеге, может, он что-нибудь поищет. Другой говорит, я тоже попробовал все, говорит, вообще странно, что-то не помогает. Говорит, а вы думали поискать, может быть, вы живете в каком-то плохом месте? Я говорю, как я живу в плохом месте? Я первый раз об этом слышала. Ну, может быть, дом построен из каких-то некачественных материалов, да? Я говорю, как? Это дом новый, это мы первые жить, мы приехали, мы были, скажем так, в командировке, я жила тоже в одной стране, поэтому у меня большой опыт всяких эзотерических практик, да. И он говорит, я говорю, как? Я живу на таком красивом месте, я жила на острове, в острове Новая Каледония, передо мной распростирался вид на океан, горы. Говорю, как? Я в плохом месте, вы что, смеетесь? Это рай, а не место. Он говорит, ну, мы больше не знаем. Ищите другие варианты вашего лечения. И вот мне просто выхода больше другого нет было, как что-то пойти другое найти. И вот как раз вот один биоэнергоцелитель нашел ответы на мои вопросы. Дальше, поехали. И я в первый раз только тогда услышала, что, я думаю, какой-то врач странный, да, он сказал, что у вас, возможно, вы живете на каком-то плохом месте. А дело в том, что даже уже многие врачи замечают, что, например, вот этот дом, он странный, там, в нем много раковых заболеваний, потому что энергии, они разные, да, и прямо весь стояк, скажем, там на первом, на втором, на третьем этаже будет несколько больных с определенной какой-то болезнью. Вот. Потом еще есть разные радиовыбросы, да, космотеллурические дымоходы, тоже такая интересная штука, хотим мы, не хотим, да, вот такие нарисованы, они все равно у нас есть. Энергетические трубы, можно сказать, подземные реки. Вот, дальше идем. Метафизические феномены. Хотите вы или не хотите, знаем мы или не знаем, от незнания законов ответственности с нас не убирается. Дело в том, что мы живем и умираем, скажем так, да. И есть некоторые моменты, что, например, душа застряла между планом физическим и астральным, да, и не перешла. И это мы называем как страдающие души, фантомы. Они гуляют тут по нашей земле, и если они находятся рядом где-то с нами, там взяли, поселились на нашем любимом кресле и живут, да, или улеглись на нашу кровать, и просто как пиявка к нам прилипают. Дело в том, что они могут жить в квартире в нашей кровати или даже прицепиться куда-то к какому-то месту. Кстати, вы, наверное, смотрели фильм с Деми Мур, он так и называется, по-моему, «Фантом», да? Там очень хорошо объясняется, каким образом это может все быть. Это все правда, да? Есть разные астральные гнезда, там целая куча разных астральных паразитов. Я тут попыталась показать, что это то же самое может быть такое, да? Погуляют по нашему дому вот такие застрявшие дома-фантомы, да? Представьте себе, что вы, например, купили квартиру, и возможно, кто-то там в ней умер, ну ладно. Или, возможно, бывшие хозяева часто ругались, да. Кстати, я тоже работаю просто только с гармонизацией там, на продажу квартир и домов для того, чтобы быстрее продать, убрать какие-то энергии, которые мешают, препятствуют продаже дома, да. Или же наоборот, когда люди покупают и не хотят, знаете, ой, там кто-то жил, там кто-то ругался, мы делаем ремонт физический, да, когда мы переезжаем в новую квартиру, но дело в том, что еще нужно сделать вот эту вот энергетическую чистку, да, убраться точно так же, убраться от воспоминаний, которые остались в памяти, в стенах. Есть энергетические такие, как шарики, которые остаются летать прямо в квартире, и они могут быть маленькие, могут расти разных цветов, да, и которые точно так же действуют на наше и эмоциональное состояние, и на физическое состояние, и на наше здоровье, да. Эти энергии присутствуют, некоторые даже присутствуют, есть такие даже магические дорожки, да. Люди, может быть, которые жили в этой квартире или доме, у них была депрессия, страдали, там, может быть, кто-то изнасиловал, там, страхи у них какие-то. И вот эти все эманации,
Человек, когда мы очень сильные компьютеры, которые, когда мы издаем своими мыслями, эти мысли всегда долетают до адресата или куда-то складываются, или в стеночке там, да, или там просто летают как шарики повсюду. Иногда они лопаются, а иногда, когда собираются много-много-много в одно и то же место, это получается типа такого большого мешка, и даже можем его назвать эгрегором. И также эгрегоры они соединяются. Да? Возможно, у вас в доме есть какой-то предмет, передающий негатив. Там, книги какие-то странные или привезены с какой-то экзотической страны какая-нибудь статуэтка. Такое тоже, кстати, может быть. Я с этим сталкивалась и знаю, что это работает не очень положительно на наше здоровье. Также влияют человеческие разные изобретения, загрязнение атмосферное, там, шумовое, электромагнитное, электрические и магнитные поля, электронные разные устройства, линии электропередач, трансформаторы, высокочастотные волны. И вы скажете, зачем он это все рассказывает? Это же все вокруг есть, да? Как вот я убегу от этих всех волн? Возможно, да? Возможно. Это можно гармонизировать, когда ты это знаешь, как делать, да? Это делается. И тогда получается, что мы занимаемся не только восстановлением своей собственной любимой шкурочки нашего тела, мы также еще восстанавливаем, гармонизируем кусок места жительства, где мы живем, или даже на работе. Вдруг у вас такой какой-то бизнес, да, очень энергозатратный, вы проводите не 7-8 часов, а 10, 12, 15, может быть, вы работаете также дома, обязательно вот это вот тоже нужно иметь в виду, что это может действовать на наше здоровье. Также хочу сказать, что наша Земля также имеет память, как мы имеем в своем процессоре память, также и Земля имеет память. Представляете, сколько миллионов лет она имеет память, сколько там жило цивилизаций, сколько всего, сколько было войн, сколько было повторяющих страданий на одном и том же месте. Да? Возможно, сейчас и дома строят на каких-то, кто-то проверяет, было ли там кладбище, сколько-то там тысяч лет назад или 100 лет назад, 200, да, никто же не проверяет, там есть там кости, там даже если есть, они взяли и убрали, но им эманации остались, да. И эти вот повторяющие программы страхи, страдания, болезни, они могут эманировать, да, вот живем мы на этом части, да, дом наш построен, а там идет постоянно бойся, бойся, болей, страдай, энергетические какие-то раны, да, или практики какие-то страшные практики, не будем говорить, но бывают все-таки и черномагические практики, и т.д. и т.п. Вот. И все это я хотела вам еще и еще раз показать. Не думайте, что ваше кожное заболевание обретено, нас сопровождать всю жизнь. Нет, да, еще хотели вернуться. Я здесь для того, чтобы вам показать, что бывают разные причины, которые можно пойти и найти и лечить. Вот, давайте вместе, еще раз вместе сделаем этот шаг к оздоровлению, к исцелению, который откроет для вас совсем новые горизонты и возможности. Да. Еще забыла сказать, кстати, про кладбище. Кладбище – это то же самое, это страдающее место. Почему вот мы решили, что мы должны на нем, когда приходим, страдать? Дело в том, что она, скажем так, тоже больное место, которое, я тоже с кладбищами работаю, когда у меня есть клиенты, родственники, близкие умирают, родные, да, и работаем уже с умершими душами для того, чтобы точно так же сделать уборку и для того, чтобы помочь перейти с одного этажа, да, с одного этажа на другой. И то же самое работаю с местом погребения и местом вокруг. То же самое, это не обязательно место страдания. Почему бы нам не превратить эти места в просто красивые парки? Не приходить плакать, да, и вспоминать, а приходить радоваться. Да, если мама там была, вот мам, помнишь, у нас были такие места? И вспоминать такие воспоминания, да, и вспоминать что-то такое самое радостное, яркое. А мы же ведь привыкли, нас воспитали, что если мы идем на кладбище, то обязательно плакать. И вот наши эмоции, вот представляете, они растут, вместе собираются. И получается, что мы когда приходим на это место, да, что кроме, вот прям наше тело, вы же понимаете, что мы можем прийти в одно место
Да, нам нравится. Ой, как классно, как красиво. Например, в лесу есть такие места замечательные, да. А приходим в одно место. Ой, блин, ну вот как-то вот наше тело прямо плохо чувствует, прямо сжимается сразу, ой, как-то непонятно. Вроде все молчат, вроде бы там ходит как-то, да, а все равно наше тело отзывается. Кстати, наше тело, наша кожа – это вот именно та оболочка, та защитная оболочка, которая нам дает знать, что что-то не то. Обратите на это внимание. Программная вот эта защитная оболочка сломана, вот эта вот наша вот скорлупа яичная, да, на нашем, она сломана. И то же самое мы можем сказать о теле, о кожных заболеваниях. Литотерапия, да. Литотерапия – это один из древних методов лечения, основанный на использовании, правильном использовании камней и минералов. Он помогает в восстановлении и физического, эмоционального, и энергетического баланса в организме. Эти красивенькие камушки обладают уникальными энергетическими свойствами, которые влияют на наше здоровье. Да, в первую очередь то, что нам интересно, ну и там другие тоже можно. Представляете, какие есть пещеры с такими вот огромными камнями, да, такими вот. Представляете, вот он, видите, человечек, какой он тут маленький. И вы же сами знаете, сколько миллионов лет нужно для того, чтобы построить, и представить, какие сильные эманации они обретают. И вот я в своих сеансах обязательно употребляю эту науку литотерапии и для физического благополучия, чтобы снять боль, уменьшить воспаление, улучшить кровообращение, стимулировать какую-то работу органов, и также для эмоционального равновесия. То есть я по-любому всегда употребляю. Если кто-то из моих клиентов хочет, я могу посоветовать. Также для эмоционального равновесия разные камни оказывают и успокаивающие, и расслабляющие, и стимулирующие воздействие, да, на разные эмоциональные состояния. И помогают справиться и со стрессом, и с тревогой, и с депрессией, и с многими разными недугами. Давайте еще раз представим, что ваше будущее уже без кожных проблем, да, и это уже не мечта. Представляете, сколько я вам рассказала, а вы еще там не искали, да, а мы это можем найти, убрать, да, вытащить, посадить красивый цветок, красивое дерево, да. Это не мечта, это наша цель, точка А, мы должны прийти в точку Б, и с которым я помогу, да, как с одного вокзала мы купили билет, да, это я, Светлана, и на другой вокзал, да, нужно приехать туда. И мы едем на этом поезде вместе с вами, и я вам рассказываю, что нужно будет сделать, как нужно делать. Давайте посходим туда, давайте покушаем вместе, да, мы курочку достанем в поезде, да, давайте почитаем, давайте. Вот много-много есть разных техник, которые я вам могу предложить для того, чтобы добраться до нашего счастливого вокзала, выйти и начать новую жизнь. Да. Позвольте себе и поверить в это, и мы вместе сделаем мечту настоящей реальностью, да. Еще хотела остановиться на очень-очень важной теме, это родовая структура, да, я родолог, такие слова, может быть, и не слышали, потому что мы сюда пришли не просто так родились, да, все говорят, многие сейчас, да, мода, да, работать с родовыми структурами, и нужно правильно знать, что мы не обязаны каждый работать с этим, но если у нас какая-то есть болезнь, да, и мы должны знать, что мы пришли сюда в какую-то родовую структуру. У нас есть и родители, и бабушки, и дедушки, и прадедушки, и т.д. и т.п. То есть такое вот большое-большое, да, дерево. Род – это энергетическая структура, связывающая всех членов семьи между собой на уровне информационном и энергетики. Представьте себе, что ваша прабабушка там делала 15 абортов, да, может быть, ну вот, ну кто знает, да, и сейчас это подействовало на вас, и вы не можете иметь детей. Это элементарно, да. А кто знает, что когда-то вот были там, болезни, да, чума, что, скажем так, ваш род, там 100 было человек, и 90 умерли, и которые остались, они настолько боялись этой болезни, что в их компьютере и в родовой структуре компьютере заложилась вот эта программка. Но как медицина может вас вылечить, если мне нужно пойти туда, в родовую структуру, и убрать эту программу?
убрать для того, чтобы это не действовало ни на вас, ни, возможно, на ваших детей или на еще на кого-то из вашей семьи. Вот это тоже обязательно нужно рассматривать. И род, он представляет собой нечто большое, чем просто генетическая связь. Он включает в себя все наследственные шаблоны поведения и эмоций, и убеждений, и передающихся болезней из поколения в поколение. Да? Мы можем смотреть сила рода. Это энергия, протекающая через каждого члена семьи и влияющая на их жизнь, отношения и здоровье. Да? Можно сказать, она может также быть и поддерживающей, и ограничивающей, в зависимости от состояния нахождения самой родовой структуры, ее качества связи внутри. Да? Ну, это то же самое, также, ну, скажем, дерево одно может быть дуб огромный, большой, такой ветвистый, да, а другой еще маленький, такой худенький, только растет, или в каком-то месте плохом, да, нет столько ресурсов. То же самое и с родовой структурой. Не думайте, что всегда это род, это наша сила. Нет, нет. Отрицательные воздействия, которые могут повлиять, они проявляются в виде конфликтов, болезней генетических ДНК, да, неудач, непонимания внутри семьи, разных секретов, разных эмоциональных блоков, там, проклятий, т.д. и т.п. Это что такое можно не придумать и не будем о грустном, но все равно это может быть. Также они часто связаны с травмами, потерями, неразрешенными какими-то проблемами из прошлого, которые переносятся из поколения в поколение в поколение, да, и с повторяющими ошибками. Представьте себе опять про эту болезнь, да, все, при определенной болезни умерли люди. Или война была, то есть поколение скосило. Вот много разных бывает случаев. Сила рода как энергетическая, да, связь. Представьте себе, вот наш род, да, дубик наш красивый, он весь сияющий, да, и вот эти вот веточки, ствол, которые соединяют каждого человека семьи, это вот сила рода, и это энергетическая связь между нами и нашими предками, которая несет в себе и много знаний, и опыта, и силу рода. Дело в том, что, ну, тоже, если возьмем, например, дом стоэтажный, да, такой большой. Дело в том, что нас могут поселить на 5-й этаж, да, какую-то там сраненькую, простите меня, квартирку, да, а кто-то живет там на 50-м этаже, и у него вид шикарный. То же самое мы можем находиться в каком-то подвальчике, не знаем, что туда мы попали, и не понимаем, почему у нас нет энергии. Почему, да, вот моему какому-то двоюродному брату везет, а он такой дурак, да, а мне не везет, да, вот я должна и то делать, все на меня свои проблемы, свои желания какие-то, вот как вот ломовая лошадь, да, а вот именно из-за некоторых разных таких вещей. И отрицательное воздействие, и блокировки, да, родовая энергия может быть блокирована и загрязнена негативными разными эмоциями, травмами или неразрешенными какими-то проблемами из прошлого. Это подобно преградам на пути энергии рода, которые могут препятствовать нашему и развитию, и благополучию, и здоровью, и даже там финансовых планах и т.д. и т.п. Ну вот представьте себе, как и по здоровью, как и в родовой структуре, возьмем река, да, она просто текла, у нее красивый такой ручеек был, а если взял, упало дерево там, да, после шторма какого-нибудь, и перегородило дорогу, да, и вот получилось вот этот заблокированный путь, то же самое он может быть заблокирован и в роду, и где-то в нашем теле, который влияет на наше здоровье, да. И очень важен также энергетический обмен, вот как я и сказала, как вода в реке. Энергия рода постоянно движется и обменивается между нами, между всеми родственники. Какой-то там накосячил троюродный, непонятно какой дедушка, да, ой, ну, возьмем какую-нибудь глупость, да, изнасиловал там 15 барышень, и почему-то все оставшиеся в роду за его деяния должны платить. А это именно так и происходит. Вот именно как раз нужно сходить туда и убрать вот эти вот разные вещи, чтобы они на вас не накладывались. Имея вот эти понятия, что об энергетической структуре рода, да, и о том, что это также может повлиять на наше здоровье,
мы можем исцелить и преобразовать отрицательные вот эти паттерны и установки, которые могут ограничивать нашу жизнь и здоровье. Да. Моя задача – это не только восстановить вас энергетически. Да. Получается, что я вибрационно повышаю ваши молекулы. Они первого этажа перейдут на 10-й этаж, да, где посветлее, покрасивее. Очень важно, мне также очень важно помочь человеку разобраться, что именно привело к его болезни, и научить вот этой саморегуляции и самовосстановлению. Вот поэтому я много вам здесь рассказываю, почему и к чему это может привести эта болезнь. Ну, также тот же самый подход мы можем брать и с другими болезнями. Я также хочу вам показать вот эту вот всю целостность, да. Ну как вот тут может крем помочь, если мы еще не рассмотрели то или это. Я еще не закончила, еще некоторые вещи буду говорить, да. И я хочу научить вас, чтобы собственными усилиями бороться за свое здоровье. Что в свою очередь требует от человека и дисциплины, и огромного желания стать вот этим победителем в этой борьбе, да, с болезнью. А если возникает еще и волшебное содружество между вами и мной, да, то результаты достигают просто огромных вершин. Поэтому мы вместе – это сила. Почему люди теряют здоровье? Каковы причины возникновения болезни, я вам уже рассказала. Представляете, сколько это есть, и точно вы еще там не искали. Вот это вот я в своем методе вам предлагаю. Мы забываем, что человек – это сложная саморегулирующая система, это частица огромного космоса и планеты, и космоса, мироздания, который состоит из клеток тела, из жизненной энергии души, а потом духа. В нем есть и единство, и гармония составляющих, который позволяет долго сохранять здоровье и счастье в себе. Однако современная классическая медицина не берет в расчет эту жизненную энергию, этот духовный мир человека, относя их только к сфере религии и полностью делает упор только на физическое лечение тела и органов. Я стараюсь рассмотреть это все в глобальности и увидеть все эти случаи, и я вам об этом рассказываю. Да. Есть люди, которым медицина, она помогает быстро, да, а есть люди, как вы, я делал то-то, то-то, а не получилось, да, ну вот вы правильно здесь находитесь, потому что вы там еще не рассматривали. И, ну как же понять, не магия ли это? Да нет, не магия, это наука. Это энергетическая медицина, которая основана на научных принципах и техниках, таких как квантовая физика, анатомия, физиология и психология. Кстати, когда я начала заниматься, да, всем этим, мне пришлось некоторые курсы анатомии взять, да, и понимать, каким образом это все взаимодействует. Энергия, о которой идет речь, не является чем-то мистическим, ни в коем случае. Я вам объяснила это уже на примере с водой, да, лед, вода и газ. А скорее всего представляет собой электромагнитные и биохимические процессы, происходящие в нашем организме. А работая с этой энергией, мы устраним эти блоки и негативные паттерны, восстановим потоки энергии, стимулирующие естественные процессы. Цель – это самовосстановление, излечение. Да? Еще раз возвращаюсь к нашей любимой водичке. Вы, наверное, слышали, что есть такой ученый Масуру Эмото, и у него есть замечательный фильм «Великая тайна воды». Он доказал, что при воздействии нашей мысли и слова молекулы воды, они меняют свою форму. Наши мысли и слова – это не просто звуки или образы, они имеют реальную силу изменить мир вокруг нас. Подумайте, что мы думаем, да? К сожалению, часто мы находимся в депрессивном состоянии, особенно у людей, у которых длительные такие болезни, да, ну, это неизбежно.
И никто никого не упрекает, ну, потому что надоедает. Ну, представьте себе, каждый раз чешется, что-то неудобно, неудобно. Но вот постоянно напоминает о себе, да. И представьте, что если наше тело – это молекулы воды, они точно так же влияют наше тело на наши мысли. Представьте, вот, посмотрите, как красиво, когда мы говорим спасибо, вот такая красивая молекула, да, когда говорим извини, когда мы понимаем, что переходим один этап прощения, да, надежда, как красиво, как вот звездочки такие, любовь и благодарность. Можем представить, как наши мысли, положительные мысли превращаются в обычную воду и в кристаллы гармонии и красоты. А наша цель – это избавление, да, от болезней. Самое главное, еще хотела остановиться на вере в исцеление и гигиену этих и чистоту мыслей. Масура Эмото показал и доказал нам, что вода имеет память и способна реагировать на наши эмоции и слова. Он доказал это своими примерами через микроскоп. То, что я вам хочу объяснить, что еще раз доказать, что это не просто мистерия, да, но это уже потихонечку есть доказательства, их очень масса, очень много есть, да, просто мы об этом не знаем. Как я вам говорила, эта информация, она засекречена. Потихонечку сейчас мы уже больше начинаем, слава богу, у нас есть интернет, слава богу, что мы можем так общаться. Кстати, и также дистанционные какие-то иметь лечение. Наша способность влиять на структуру воды открывает перед нами потрясающий потенциал для исцеления и трансформации. Да. Я вас также приглашаю присоединиться в закрытый чат. Я научу, как структурировать воду. Вы знаете, что святая вода в церкви, да, она исцеляет. Это правда. Почему? Потому что она точно так же заряжается вот этими мыслями, эмоциями, звуками, да, пением, молитвами. Эта вода, она, можем сказать, живая. Такую же воду вы можете сделать сами дома. Я научу, как это может быть сделать. Мы все состоим из воды, и каждая молекула этой воды чувствительна также к нашим мыслям и словам. Поэтому давайте заполним себя любовью, радостью, благодарностью, уверенностью, решительностью на новый этап жизни, да, чтобы раз и решили, что мы продвигаемся вперед и мы выздоровеем. Представьте вот на минуточку, что вы художник, артист, а вода – это ваш холст, вода – это ваше тело, да. Ваши мысли и слова, подкрепляющие действия – это кисти, да, которыми вы создаете красивые картины вашего красивого тела, да, здоровья, капля за каплей. Вот присоединяйтесь после окончания моего вебинара в группу, там, где мы будем обсуждать многие вещи, и я буду отвечать на ваши вопросы. Да. Еще раз хочу остановиться, что сила мысли и эмоции, вот красивые такие картиночки, еще раз хочу посмотреть. Вот, когда мы говорим счастье, это светится так, хорошо, это светится так. Ух, вот показывается, как несчастье, да, к сожалению, это вот так, как плохо мы воздействуем, да, слово плохо, на воду, которую мы пьем, на наше тело, которое слышит это. Да. И еще также я буду рассказывать в группе некоторые секретики, откуда приходят мысли, да, наша ли это мысль, подкинута ли она. Тело как мощный радиоприемник, поймите, что наше тело – это энергоинформационный такой радиоприемник, который мы принимаем информацию и энергию. Если мы настроены, скажем так, на радио FM, она ловит только там, радио классической, да, музыки, да. Если она настроена на поп-музыку, там другая вибрация, она ловит то. Если настроена на пониже новости про войну, да, она настроена на другой волне, и она ловит только эту частоту. Вот наше тело, оно точно так же настраивается. И наша цель повысить вибрации тела, да, перейти на другую частоту, и таким образом наши молекулы, да, они становятся крутиться
по-другому, становится здоровее, и болезнь уходит. Также тоже очень интересный вопрос обсудить, куда уходит всплеск эмоций и куда он, где он живет там, да. Хочу еще о ценности моей методики сказать, что вместо того, чтобы просто снимать симптомы, я исследую, да, я ваш Шерлок Холмс, исследую корни вашей болезни и работаю с вашим организмом на уровне, где медицина не заходит. Разве вам медицина об этом рассказывала? Да нет, конечно. Проблемы, с которыми вы столкнулись, всегда могут быть сложными, но не безнадежными. Даже разные болезни, уже более серьезные, мы можем их стабилизировать, можем убрать многие вещи, можем, вот если брать онкологические, я вам уже говорила, что когда можем рассмотреть на уровне тонких полей, что уже где-то там зародился какой-то корень, скажем так, онкологической болезни, мы можем сразу его оттуда урвать, вытащить, да, для того, чтобы корни не пришли и не встроились в физическое тело. Мы его уберем заранее, да, например, потому что в семье частые онкологические заболевания и частые смерти. Мы сразу пойдем посмотрим туда, раз, еще заглянем туда, что можно сделать для того, я проверю, если это уже у вас, было ли у вас запрограммировано это или будет, и мы уберем. А что самое главное, когда мы работаем с собой, мы это убираем для того, чтобы наши дети потом не страдали. Пожалуйста, обязательно знайте, что когда мы работаем с одной своей проблемой, мы также зачищаем эту проблему и у себя, и в роду, да, и освобождаем наших детей. А также, как я уже говорила, мы еще работаем с местом жительства, да. Моя вот терапия предлагает альтернативный такой подход, который всегда дает результаты там, где другие методы терпят неудачу. Я еще немножко расскажу другой метод регрессотерапии, который я использую точно так же. Он помогает обнаружить и понять глубинные психологические, эмоциональные причины, лежащие в основе каких-то психосоматических проблем. Такие кожные заболевания, возможно, вышло и из вашей какой-то состояния эмоции, да, которое тянется или из глубокого детства, или, может быть, даже из прошлой жизни. То есть мы обязательно пройдем и этот вариант и рассмотрим, оттуда ли растут эти рожки до ножки. Она позволяет, эта методика, погрузиться в прошлые события и травмы, которые могут быть связаны с вашими текущими симптомами. Часто психологические проблемы могут быть связаны с эмоциональными блоками или травмами, которые мы пережили в прошлом, и они оставляют отпечаток. Мы даже можем и не думать, что кто-то нам что-то сказал, что, может быть, во время переходного возраста, ой, у тебя там прыщей много там, или еще чего-нибудь, ой, ты там некрасивый, ой, там, или еще чего-нибудь там, бабушка, дедушка что-то сказал там. И это все осталось у нас на нашем подкорке, подсознании. И потом, когда мы уже взрослые, у нас переходит почему-то раз в какие-то болезни. То есть есть такой вариант, что нужно еще туда сходить, посмотреть и убрать вот еще один корень, который может быть также причиной нашей болезни. Регрессотерапия позволяет обнаружить и разрешить эти блоки, освобождая эмоциональное напряжение и помогая телу начать свой процесс исцеления. Да? Какой вывод? Вот, все, что я вам рассказала. В большинстве случаев болезнь появляется вследствие нарушения целостности. Представьте, наша кожа – это самый большой организм. Да? Вследствие нарушения целостности и обменных каких-то процессов. Нам все равно, какие они. Да? Все, что я вам рассказала, какая разница, все равно. Да? Но это нарушение. И есть вариант найти решение. Да? То, что я вам рассказала, где могут быть закапаны все вот эти вот сюрпризики. Также могут находиться в блокировках энергетических центров полей. Да? Это может быть находиться проблема каких-то нерешенных стрессах, психосоматика. Да? Мы тоже можем это решить. Также проблемы могут находиться какие-то возможности электромагнитного излучения.
место жительства, опять-таки напоминаю, блокировки родовой структуры, ДНК, да, какие-то негативные эмоции как собственного происхождения, так и от других людей. То есть какие-то воздействия, возможно, даже магические. Этим я тоже занимаюсь, убираю энергетических паразитов, сущности, лярвы, т.д. и т.п. То есть вот этих масса вариантов, которые вы еще точно не рассматривали и которые обязательно приведут вас к результату. Способы работы. Я работаю, мои сессии, они онлайн. Мы работаем с вами вместе или по скайпу, или еще по чем-то. И обязательно, когда я беру часть работы только на себя, я работаю через энергетический слепок, это фантом. Ваши фотографии мне нужны будут, и я буду через фотографии работать. Вот, фантом я хотела объяснить, что это такое. Это энергетический слепок, это аналог нашего физического тела в энергетической форме. Это копия вашего энергетического поля, который содержит всю информацию о вашем физическом, эмоциональном, духовном состоянии. Да? Далеко я лазить не надо, мне не надо, главное, чтобы мы нашли причину вашей проблемы и потом вылечиться, да. Вот я просто рассказываю, просто имейте в виду, что фотографии, они тоже могут нам много повредить, например, если их выставляем в соцсети. Кстати, очень много заболеваний. Я работала с одной барышней, которая, ну, скажем так, фотомодель, и на нее очень-очень много смотрят, и у нее появился псориаз из-за того, что, да, люди завидовали, много смотрели, фотографии везде, и вот этот вот энергетический вампиризм, который произошел, тоже такой вариант тоже может быть. Аккуратненько с фотографиями. И хотела рассказать о результатах терапии. Как долго это длится терапия, вы уже поняли, да, что нам нужно рассмотреть эти разные варианты. Каждый человек разный, каждый человек индивидуальный. Каждому я буду подходить со своим собственным подходом. Чем конкретно я буду работать, уже тираду я вам рассказала, да. А остается ли результат навсегда? Это наша цель. Естественно, он останется, никуда ему не деться. Мы там столько всего покопаем, порыщем, да. И результат, да, это здоровая, сияющая кожа. Интерес к жизни проявляется, избавление от страхов, новые отношения, да, поиск партнера или уже накладывается, скажем так, влюбленная жизнь между партнерами, мужем и женой, которые же существуют. У нас часто уже в этом возрасте есть дети, да, и супруги наши. И появляется интерес. Это наша цель, да, и самое главное стать победителем, супергероем. А еще бонусы, представляете, когда мы это все, вот энергетические все эти блоки убираем, мы ведь работаем не только с кожей, да, с псориазом, мы работаем с многими аспектами. И как бы по волшебной палочке мы затрагиваем многие аспекты жизни, да. И кто знает, насколько мы меняем будущее. А то, что мы его поменяем, это точно. Вот. Я хотела, то есть тоже вам показать, что уже много есть отзывов, результатов. Я тут показала и на английском, и на французском языке, и на русском. Я работаю, я имею такой шанс, что живу во Франции, работаю и на французском языке, и разговариваю на английском, также на русском языке. И помните, в фильмах главные герои всегда находят в себе силы и побеждают. Вот это мы, эти герои, которые обязательно, супергерои, которые победим. Мои методы помогут вам обязательно обрести эти суперспособности супергероя и победителя, да, но без борьбы со злодеями, да, а мы будем просто бороться с нашими прыщами, с нашими собственными эмоциями, нашим опытом, да, и нашим зудом. Еще раз говорю, что мы задеваем работу и с телом, и с психикой, и с энергией, и с кармой, и с места жительства. И это все для того, чтобы запустить вот этот путь трансформации, да, и то, что вы здесь, это уже знак, да.
Что мы можем сказать? Ну, прощайте, хронические сыпи, покраснения, бай-бай, добро пожаловать. Здоровая кожа, сияющая кожа, желание жить, творить. Присоединяйтесь, обязательно присоединяйтесь к группе и задавайте свои вопросы, с удовольствием отвечу на них. Да. Еще хотела такую глупость сказать, да, не знаю, зачем я это сделала, но спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Промотивировать вас еще, да, другими словами, что в ситуации кризиса, беды, болезней, каждый должен активно действовать. Ну, давайте поднимем свою любименькую попочку, чтобы изменить свое положение вместе, вместо того, чтобы бездействовать. Вот она я, пожалуйста. Это знак. Давайте вместе двигаться вперед. Что интересного будет в этой закрытой группе? Я раз в неделю буду проводить прямые эфиры на интересующую вас тему, естественно, по болезням. Особо активных участников будет ждать от меня сюрпризики, да, разные специальные предложения, акции, подарки для участников и возможность попасть ко мне на личную работу самому активному участнику в качестве какого-то подарка, да, будем работать вместе. Поддержка соратников, разные бонусы. И также я приготовила вам подарочек каждому, кто дослушал до конца этот вебинар, медитацию мою авторскую. Я вам точно гарантирую, что вы еще такое не видели, не слушали, потому что я там заложила свои разные знания. Техника называется техника прощения себя. Вот давайте просто начнем. У нас у каждого свой опыт, да, и пройдем через эту технику. Я вам гарантирую, что вам она понравится. Обязательно послушайте. Я вас благодарю. Благодарю, что вы выслушали все о том, что я рассказала. Надеюсь, что мужчины не сбежали и не сказали, что это только женский клуб, и здесь ничего интересного не будет. Для мужчин это точно так же касается. И я вас благодарю. Мы немножко побудем эгоистами, мы займемся сами себе. И помогая самому себе, мы также помогаем и нашим детям, нашим родственникам. Мы благословляем и себя, и наших окружающих близких людей на другой путь, на радостный путь. Я еще раз вас благодарю и жду вас на другой стороне в группе для дальнейшего общения. До свидания.